Всем привет! Всем привет, и кто заходит, не знаю, включился еще или нет. Всем привет и привет, привет, привет! Всем привет, большой привет! Присоединяйтесь, сейчас будем смотреть подсказки. Кому нужны подсказки, пишите слово подсказка, и тогда будет подсказка вот на этой колоде. Или подсказки, и тогда там будет на 5 колодах. И одна из них послание из будущего. Ой, у меня что-то экран моргнул. Так, в общем, буду пока зажигать свечку. Вы пишите. Сейчас зажгем. Во время эфира у нас будет гореть свеча, чтобы все плохое сгорело, плохое настроение ушло. Пусть будет хорошее настроение, да? Свечка будет здесь стоять рядышком. Вот. Здравствуйте, Анна Баирова. Подсказки сейчас для Анны Баировой и для Ирины. Ирина, добрый день, добрый вечер. Давайте будем смотреть подсказки на всех колодах. Сначала Анна Баирова у нас первенькая самая. Так, для Анны Баировой подсказку смотрим. Относитесь ко всему с чувством юмора. Так, следующее. Отличного настроения. Ирина пишет. Всем отличного настроения, да. Анна Баирова, подсказочка. Следующее. Пора выйти из тени и начать активно действовать. Давайте, действуйте. Что там у вас? Какие мысли? Какие у вас планы? Что хотите? Для Анны Баировой смотрим. Следующая подсказка. Не прогибайтесь под обстоятельства. Все можно изменить. Можно все изменить. Если что-то вам не нравится. Оракул девочки с шариком не хотела тут со своей в свою мешочку уходить. Добрый вечер, Аннет. Сейчас для Анны Баировой смотрим. Следующая подсказка. Отправься в путешествие. Увидишь что-то новое, попробуешь что-то новое, пообщаешься с интересными людьми. Ничто так не радует глаз, как собранный в отпуск чемодан. Пообщайтесь с новыми людьми. Если не хотите общаться с людьми, то что-то новенькое попробуйте. Креветки в кляре где-нибудь закажите, покушайте. Что-то такое, побалуйте себя, что вы никогда раньше такого не делали. Что-то такое необычное. Сходите в какое-то место, куда хотели, возможно. Не обязательно, чтобы кто-то рядом был. Потому что вы хотите отдохнуть от всех. Кайфаните сами. Для Анны Баировой смотрим. Ой, смотрите, послание из будущего такое. Позвони. Позвони тому, о ком вспомнил первым, как только дочитал послание. Кого вы вспомнили, кому вам нужно позвонить, с кем захотелось пообщаться, что-то рассказать, увидеть, может быть. Спасибо, Анна Баирова, что пришли на эфирчик. Хорошей вам недельки. Давайте для Ирины будем дальше смотреть. Ирина. Даргрейн. Здравствуйте, Даргрейн. Сейчас я для Ирины посмотрю, я уже начала, потом донатик гляну. Ирина, у вас подсказка. Извлекайте из опыта позитив. Позитив извлекайте из опыта. Какой-то опыт будет у вас. Для Ирины смотрим. Подсказочка. Ой, сейчас не самое лучшее время для новых идей. Сделай небольшую паузу. Сделайте небольшую паузу сейчас. Дальше смотрим. Для Ирины смотрим. Следующая подсказка. Ой, не пытайтесь понравиться всем. Красивый букет. Красивый букет. Ой, ой, она сама выпала у меня, прям смотрите. Ирина сама выскочила из колоды, карта вам, подсказка. Скоро произойдет что-то хорошее, только не дай своим тараканам в голове все испортить. Вы понимаете, да, во всем? Доверяйте. Если что-то произошло хорошее, то произошло. Принимайте. Для Ирины послание из будущего смотрим. Ты ограничиваешь свои возможности. Пора выходить из зоны комфорта.
Не ограничивайте себя. Мечтайте о большем. Вот. Спасибо, Ирина. Солнышко, здравствуйте. Я только подсказки могу дать здесь. Если у вас вопрос, то вопрос. Пройдите по ссылке, там задонатик. У нас вопросы. А подсказки можете попросить, написав слово «подсказка». От Анеты и от Дарьи. Донатик у нас. Сначала Анет у нас успела. Анет первая успела у нас задонатить. От Анет будем смотреть первый вопросик, потом от Дарьи. Вот. Анет, добрый вечер, добрый вечер. Какой он вас сейчас видит? Какой вас видит? Ой, какой он вас видит, смотрите. Он вас видит самый желанный, самый любимый. Он вас видит очень, кстати, еще эмоциональный. Вы очень близко принимаете все к сердцу. Он вас видит очень чувственной, очень такой женственной, очень такой манящий, который вот очень-очень сильно любит. Видите, это кубки. Здесь чувства, здесь прям эмоции. Вот. Он вас видит любимой своей любимой маленькой девочкой, своей любимой, о которой хочется заботиться. Вы можете капризничать с ним, потому что он вас такой видит. Он вас видит, что вы можете и покапризничать, и где-то всплакнуть, где-то приревновать, и где-то сэмоционировать, и где-то, знаете, то есть он вас принимает такое, это нормально для него, он вас такой любит, потому что вы для него как вот любимая девочка, такая вот эмоциональная, да, женственная, прям вот такая, которая должна быть, вот настоящая женщина, да, и он вас вот такой вот он видит сейчас. Вы для него его солнышко, которое дарит ему хорошие эмоции. Вот. Ой, Ирина, вам подсказки были? Да, я вам подсказки закончила и начала смотреть донат, поэтому промотайте. Я особенно сегодня очень эмоционально капризная. Он нормально относится к тому, что вы капризная. Все хорошо, он вас любит, он понимает, что вы очень чувствительная, что вы очень такая вот нежная, что вы все легко так воспринимаете к сердцу, да, переживаете. Он нормально это вас воспринимает. Это хорошее качество, которое не минус никак, вообще никак не минус, даже плюс наоборот. Вот. Вы для него очень такая открытая, нежная, ранимая. И такая, за которой нужно присматривать, потому что она может вот где-то вот упасть, пораниться, да, что-то неаккуратно сделать, вот такое вот как будто. То есть за вами надо присматривать, вот, вас оберегать, вот так вот, заботиться, вот. Любит очень сильно вас. Приехать хочет очень сильно. Тяга такая большая есть, такое желание очень сильное, все бросить нафиг. Просто вот бросить все и приехать. Такое желание есть. То, что как бы, ну и ладно, ну и фиг с ним, да, вот что будет, то будет, да, вот хочу приехать. Вот тянет очень сильно, хочет приехать. Видите, тут вот так и выходит, что дорога, и она не получается пока. Он очень хочет по дьяволу, так вообще его очень тянет, и ему самое важное увидеть вас. Но по смерти то, что не получается поездка, откладывается. Вот он об этом и думает. Уже вот девочка, о которой нужно заботиться, а он тут где-то на расстоянии. Как так-то? Не обнять вас. Это вам, и это ему надо, и вам надо. Вот. Ну, скоро, ну, смотрите, вы на расстоянии сейчас, это да, но приедет он, приедет. Видите, здесь прям все уже, лыжа навострила. Не показывает, когда приедет, потому что кого-то что-то тут не получается, не может пока что получиться. Вот надо какую-то новость дождаться, как будто будет какая-то новость, которая изменит ситуацию немножко. А какая новость? Не знаю, новость чего касается. Может быть, работы, обучение, продвижение. Какая-то новость будет касаться, может, документов, что-то такое. Да, как будто в ожидании. Все в ожидании, все ждете, когда это все закончится, когда можно будет встретиться.
Вот тут такие карты, ой, выпадают, что здесь после какой-то новости, видите, какая-то новость будет. Вас расстраивает, что пока не можете встретиться, но что-то узнаете, и все изменится, закрутится немножко. Нет, еще не сейчас, еще время должно какое-то пройти. Фига себе там бабахает. Каждую неделю что-то бабахает. Ну все нормально, вы будете вот бороться, да, и пройдете этот период, когда что-то будет не получаться. И в будущем тут у вас и дом, и будете вместе жить, и праздники отмечать, и тут и свадьба. Да. И в будущем у вас все хорошо получается. Вы все трудности пройдете вот эти просто нужно пройти. Здесь какие-то такие вот проволочки будут, которые вы пройдете со временем. Это нормально. Даже какие-то, может быть, трудности дадут вам какое-то движение по-новому, что-то там сделать. Подумайте, подумайте, скажете, нет, вот поменяйте мнение, возможно, на что-то. Он, может быть, какое-то решение принимает насчет работы сейчас, но об этом не говорит. Ну, так и не получается приехать, видите, пока что не получается приехать, поэтому он и думает, какие-то решения принимает насчет работы. Насчет работы, может, какие-то варианты у него, может быть, есть в голове. Он очень много думает, видите, тут вот у него тоже выбор есть. Хотел бы, конечно, быстрее приехать, решить все свои вопросы к вам, да, официально все это сделать, как положено, потому что это для него в его голове это непорядок, что его там девушка, да, одна где-то, я должен быть рядом. Что такое безобразие? Нельзя оставлять вас одну. Ну вот, это как бы не по-мужски, надо заботиться, надо быть рядом. И вот он тут какие-то мысли по работе могут быть, может, какие-то предложения ему поступают, или может что-то он хочет другое, ну, вот как-то поменять, что-то решить. Ну, что-то по работе. Благодарю за подсказки, Ирина. Спасибо, что пришли на эфирчик. Янет, не говорят пока что там у него по работе или что там дальше. Вот. Но главное, что он к вам очень нежно относится. Очень нежно, очень переживает из-за того, что пока что не получается приехать. Что-то с работой хочет решать. Какие-то мысли у него на выборе, он думает, очень много мыслей. Вам нужно знать и верить просто, чтобы не переживать. Вам нужно четко знать, что он приедет немножко попозже, но приедет, и все нормализуется, и все у вас будет спокойно. Не будет вот этих взлетов и падений, у вас будет все ровно, стабильно, хорошо. Просто вам нужно быть уверенной просто в этом и не сомневаться. Все это будет, но просто нужно для всего время. Вот. Так что вот тут так вот. Он бы вам еще хотел сказать, что он очень сильно переживает, что он не может никак с вами встретиться и отметить, возможно, какой-то праздник, да, вместе. Просто очень переживает из-за того, что не может с вами просто проводить каждый день вместе, говорить, как прошел день, что там было, вместе посидеть вечерком, чайку там попить, да. Но в будущем это все будет у вас. А сейчас его расстраивает, что он не может быть рядом. И вы не можете быть рядом. Каждый день, просто каждый день. Пока так. Сейчас подсказку на ваш вопрос посмотрим. Очень-очень нежные чувства к вам. Прям. Готов обнимать, заботиться, целовать и никуда не отпускать. Так, Анна, это вам подсказка. Забудьте о страхах и сомнениях. Да, вам нужно быть уверенной просто, что все будет хорошо, вы будете вместе, он приедет немножко позже, да, но все наладится, все решит он там у вас. Вот, спасибо, Аннет, за ваш вопросик. Давайте теперь Дарью посмотрим. Вас тоже благодарю, Аннет. Сейчас посмотрим у Дарьи вопрос. Его мысли о вас и ваших отношениях. Так, что он думает о вас? Что он думает? У него, знаете, он очень холоден. В мыслях он принял решение и не намерен отступать. Вот то, что вот он сделал, да, он принял решение, все, я так решил, он так считает, я так решил, все, я назад не поверну. Холодные к вам чувства.
Здесь чистый расчет. Голова включена, сердца вообще нету. А вот эмоций нету, есть только холодный расчет, как бы вот так вот. Мозговая деятельность. Нет, чувств нету, холоден. Мысли о ваших отношениях у него такие, знаете, что вы друг другу офигеть как подходите. В эмоциональном плане, когда вот вы вместе, когда вы, конечно, не ругаетесь, да, а когда вот вы вместе, когда вот вам классно и хорошо, вы друг друга чувствуете прям, вот вы понимаете вот внутри, когда вот вы вместе, вы знаете, как сделать хорошо, как сделать приятно. Если вот вы ладили друг с другом, то тут просто было бы все идеально у вас. Потому что и ему классно с вами, и вам классно с ним. Тут могут быть очень классные отношения. Вот о ваших отношениях он так думает, что здесь все очень гармонично, и вы дополняете друг друга, и как бы вот прям пара пары могли бы быть. Вот. Подсказки бесплатно, да. Подсказки бесплатно. Напишите только слово подсказка, и будет вот на одной колоде, если одна подсказка. Вот. Так что, Дарья, так. Нет, вот еще раз посмотрела его чувства. В чувствах он такой на ножах, острые такие чувства. Вообще нет чувств здесь таких, чувств любви и нежности нет. Острые чувства такие, что колкие слова. Если вот вы бы сейчас встретились, вы бы опять поругались, опять бы друг другу наговорили всякой фигни. Потому что есть немножко обида какая-то, что-то такое вот. Нет, тут чувств нету сейчас. Напишет ли он? Он резко, неожиданно может как-то проявиться, да, притом вы не будете ожидать, вы как будто не будете ожидать, он может резко объявиться, появиться и написать, да, может написать, но неожиданно как-то, знаете, вы даже не будете ожидать, его просто потянет, ему захочется к вам, как-то вот, захочется вашей энергии, захочется вот этого вашего ощущения, когда вот он общается с вами, вот этой вот энергетики. Да, он напишет. Напишет, когда чувство появится, кстати, когда его к вам потянет, вот. Ну, я решила спросить, как бы чувств же сейчас нету. Будут ли чувства, когда он напишет? Будут чувства, когда он напишет. Когда он напишет, он захочет с вами встретиться, свидание захочет. Да, захочет. Сейчас нет. Сейчас точно нет, он ничего не хочет, но потом захочет с вами встретиться. Встретиться, вот это вот, окунуться в эту энергетику вашу, чтобы вам вместе было классно. Но это когда вот это все пройдет, вот эта обида, что-то такое, колкие слова, когда хочется уколоть, сделать больно, вот это вот, когда все пройдет. Так что напишет неожиданно, накроет его вот этими чувствами. Вот. Да, когда он примет какое-то решение окончательное. Не показывают когда, это должно что-то внутри у него там произойти. Когда он примет решение просто окончательно, да. Тут мечей. Когда он решение примет, тогда он и напишет. Будете вы его ждать или не будете ждать, он все равно придет, он все равно объявится. Потому что, ну, если вы будете ждать, вы здесь можете эмоционировать, переживать, вам может быть плохо, нафига вам это надо? То есть не думайте о нем, он в любом случае объявится, напишет, в общем. Так что... Потому что он чувствует, что вы очень друг другу подходите. Потому что классно как-то вам вместе. Да. В январе может написать. В декабре вы еще на штыках. В декабре вы еще на штыках. Вот так будете друг дружку там колоть острыми словами. А вот в январе может написать. Не знаю, почему в январе. Ну, потому что сам так захочет. Ладно, вообще. Может написать, да. Давайте подсказку посмотрим еще.
Вот тут у вас как будто такие отношения так и будут продолжаться. Когда он уходит, приходит, готовьтесь к тому, что если придет, он опять может уйти. Какая-то такая ерунда. Так, Дарья, посмотрим подсказку на ваш вопрос. Внутренний голос подскажет, как добиться желаемого. Внутренний голос подскажет, как добиться желаемого. Ну-ка, внутренний голос, подскажи, да? Так, чтобы вы поняли самое главное, чтобы внутренний голос подсказал. Спасибо, Дарья, за ваш вопросик. Сейчас обновлю донатики. Светик у нас еще. А то я в прошлый раз закрыла эфир, а там еще были вопросы накидали. И вы, если что, пишите мне, если донат, ладно, чтобы я не пропустила. Давайте сейчас Светика посмотрим вопросик. Потом в чат вернусь, буду подсказки давать. Потом у нас еще 10 посланий из будущего будет. Посмотрите. Ага, что должно случиться? По работе. По работе. Какие-то эмоции он должен испытать, разрушительные. Что-то на работе. Что-то с работой связано. Нет ли у него там начальницы, женщины, может быть? Здесь все очень что-то связано с работой. Что должно произойти на работе, он испытает какие-то плохие эмоции. Эмоции будут не положительные, какую-то новость он узнает, да, что-то такое, знаете, как будто ему что-то не дали, может быть, премию не дали, или, может быть, за что-то его там наказали, не знаю. Что это может быть? Блин, тут разные вещи могут быть. А еще что? Его могут там нагрузить или отправить в командировку, что-то такое вот. Как будто ему помешают страхи, что у него ничего не получится. Может быть, он откажется от чего-то. Может, какое-то предложение будет по работе такое, что ему не понравится. А руководителю не понравится, что он не справился с чем-то, да? То есть что-то на работе должно произойти. Глубоко внутри-то он хочет встретить девушку, с которой для серьезных отношений. Глубоко внутри-то он хотел бы. Но сейчас, он не готов уйти вот от этого, когда сейчас-то я свободен, я могу общаться с любыми девчонками, с этими, с теми, никто не будет меня ограничивать. Как-то вот здесь так пока что еще свобода. Свобода ему нужна. Пока не готов. Внутри он чувствует, что должно произойти. Как будто что-то легкомысленное он сделает. Тут что-то... Как будто он, знаете, как будто он относится легкомысленно очень к будущему своему. Тут нужно бороться, а он не будет бороться, будет тормозить, что-то он откладывает. В общем, серьезные отношения не будет заводить, как будто он будет общаться и легкие отношения только. Тут нет серьезных отношений. Вот тут вот показывается, что он будет в легких отношениях, то есть как легко, без обязательства, а для серьезных отношений, видите, он будет так вот действовать. Не готов, закрыт. Он серьезно? Нет, давай не будем с тобой встречаться, если серьезно. Если легкие, давай будем, да, как-то здесь так. Ему нужно еще вырасти немножко, чтобы понять, что он хочет, чтобы у него гармония была внутри. Для этого ему надо перестать себя обманывать. Видите, он должен вырасти, он должен из пажа, где тут вот паж, вырасти вот в этого вот короля. Но для этого он должен перестать сам себя обманывать. Потому что у него представление о жизни немножко не такое. Он должен принять решение. Он должен принять решение.
Он считает, что вот на этих свиданиях не встретишь свою женщину, которая для того, чтобы быть женой. Почему-то у него как-то вот он не так относится к отношениям. Ой. Он хочет как можно больше денег, кстати, заработать еще. Вот у него то, что было связано с работой, да, тут показывает, что он очень много денег ему надо заработать. Вот он хочет сейчас очень много денег заработать, но встречаться с женщинами легко. И когда он заработает денег и будет уже в стабильном каком-то состоянии, положении, тогда он может встречаться уже. Да, но нужно подождать. У вас, возможно, с ним отношения, видите, вы можете встречаться, но здесь, знаете, вы можете встречаться, расставаться, здесь как-то так. Здесь отношения возможны. И перерастут ли они в серьезные, это надо ждать. А это зависит от вас. Это зависит от вас. Возможно, после того, как вы забеременеете, да, или он поймет, что это определенный шанс. Еще посмотрим. Что-то у него с деньгами по работе еще, короче. Как будто он думает, что он не готов. Еще нет. На работе что-то у него там не пойдет. Сейчас. Да, он должен по работе что-то решить вопрос. Но здесь опять выпадает работа. Какой-то вопрос с работой. Чтобы он решился на серьезные отношения, здесь нужно решить ему какой-то вопрос с работой. И тогда пойдет движение быстро. Здесь что-то будет у него не получаться. Какая-то информация будет, которая... Она реально, она такая есть, она правдивая, но здесь она неприятная какая-то информация по работе. Ему нужно будет отстаивать какую-то свою линию, выделиться среди других, показать, что он лучше. Если нужна будет командировка, где он будет один, то нужно ехать, тут как-то так. Здесь у него еще какой-то путь он должен пройти, здесь не так быстро. Когда на работе, в общем, у него все получится, там пойдет быстрее движение. Потому что работа его еще отвлекает, что-то в работе у него не идет. Да, когда в работе наладится, тут как бы все, он решит, что все, он вошел в такой, знаете, период стабильности в своей жизни, что он готов уже. Да, и он перестанет общаться со многими девушками, перестанет закрываться от отношений и быть таким немножко легкомысленным, да, в других энергиях будет. Да. Он решится на серьезные отношения, когда сможет взять жизнь в свои руки, когда он сможет контролировать свою работу, свой заработок, свои доходы, когда он поймет, что вот у него все получается и идет так, как надо, когда он будет уверен в завтрашнем дне. Здесь как-то вот так вот. С работой, с деньгами связано. В общем, вторая колода тоже показала, что работа. Когда там на работе наладится, все пойдет быстрее. Он как бы, потому что сейчас он нестабилен, поэтому у него нет такой уверенности. Вот. С работы должно наладиться. Но ему надо это как бы показать себя там. Активную позицию занимать на работе. Вот. Светик, вам подсказка. Если вы не можете повлиять на ситуацию, отпустите ее. Ну, тут вы не можете повлиять. Здесь он сам должен решить эти свои вопросы. Вот, как бы, пусть решает. Вот. Сейчас обновлю. Так, обновила я. Донатики все ответила. Давайте будем смотреть чат. Спасибо вам, Светик, за ваши вопросы. Давайте вернемся в чат. Для Анет. Подсказки для Анет. Первая подсказка для Анет. Откажитесь от всего ненужного.
Ну вы дома не сделали еще уборку? Сделайте до Нового года. Это не только касается Аннет, это желательно всем. Вот. Тут нужно выбросить то, что рваное, то, что поломанное. Вот. Старайтесь такими вещами не пользоваться. Вот. Вам нужно очистить пространство для нового. А новое не может войти, потому что много старого. Так, для Аннет следующая подсказка. Вы слишком зациклены на ситуации. Расслабьтесь, отпустите ее. Решение придет само. То есть нужно немножко времени. Подождите, не думайте об этом так сильно. Подождите, должно что-то произойти. Какие-то новости получите. Для Аннет смотрим. Подсказка. Двигаясь к цели, не забывайте получать удовольствие от пути. То есть каждый день радуйтесь чему-то такому, вот, радуйте себя. Не забывайте наслаждаться здесь и сейчас. Не живите сильно прям в будущем. В прошлом подавно. Для Аннет. Так, подсказка. Не унывай. Это всего лишь плохое настроение, а не плохая жизнь. Улыбнись. Улыбнись. Говорят вам карты. Послание из будущего смотрим для Аннет. Послание. Нужно немного подождать. Ни о чем не беспокойся. Всему свое время. Видите, тут тоже вам говорят, время придет и все будет в нужное время. Главное, что не отказывают вам. Спасибо, Аннет. Давайте дальше смотреть. Солнышко. Мамура 38. Подсказка. Так, солнышко, давайте посмотрим. Подсказка для солнышка. Не поддавайтесь соблазну. В ближайшее время здесь что-то было такое. Или, может быть, будет вас что-то соблазнять. Это не обязательно человек вас будет соблазнять. То есть какие-то, возможно, другие будут соблазны. Например, съесть то, что нельзя есть на ночь, торт. Или купить что-то такое дорогое, но не функциональное. Да, что-то такое. Соблазны будут. Ой, перевернулась. Так. Для солнышка перевернулась дальше. Самое время пополнить свой энергетический ресурс и набраться сил, а только затем приступить к делам. Наполняйтесь. Гулизар, не было еще вам. Сейчас солнышко смотрю. Вот. Для солнышка сейчас следующее. Вы не похожи на других, даже не думайте меняться. То есть вы не похожи на других, и это супер. Даже не думайте меняться. Смотрим. Следующая подсказка для солнышка. Умерь свое эго. Хватит зацикливаться на себе. Ты не центр вселенной. Это я не знаю, что за ситуация, что такое. В общем, если кому-то нужно будет внимание от вас, уделите этому человеку внимание, пожалуйста, послушайте его. Вот, услышьте. Так, для солнышка. Послание из будущего. Не нужно казаться тем, кем не являешься. Ты лучше, чем ты о себе думаешь. Цветок не соревнуется с другими цветами. Он цветет для себя. Вот такие были подсказки для солнышка. Спасибо, солнышко. Все ставьте лайки, подписывайтесь. Кто там еще не подписался? У нас каждую субботу подсказки. Так что приходите. Так, дальше смотрим. Для Гулизар подсказка. Вот для вас подсказка. Гулизар, подсказка. Смотрим. Будьте осторожны в словах. У вас такая подсказка. То есть много не болтайте, лишнее не болтайте. Кто-то может воспользоваться этой информацией против вас. Спасибо вам тоже. Спасибо, солнышко. Так. Подсказки на всех колодах для Марии. Так, для Марии смотрим. Для Марии подсказка. Будьте решительны, и удача вам улыбнется. Будьте решительны. Когда подсказки всем посмотрим, будем смотреть 10 посланий из будущего. Можно в записи посмотреть, кто хочет потом. Общие расклады.
Так, для Марии смотрим. Ой, смотрите, все шансы на успех. Не упустите возможность. Какая-то будет возможность. Хватайте удачу за хвост. Если что-то предложили, рассмотрите, не отказывайтесь так быстро. Так, для Марии смотрим. Подсказка. Двигаясь к цели, не забывайте получать удовольствие от пути. Да. Так, смотрим. Для Марии подсказка. Будь осторожна, твое сердце может быть разбито. Ой, ну здесь какая-то информация может прийти к вам, такая, которая вам не понравится. Ну, что есть, то есть. Вот. Зато вы будете знать. Лучше знать, чем не знать. Для Марии послание из будущего смотрим. Остановись и оглянись вокруг. Ты упускаешь что-то важное. Так, будет тут настраиваться у меня. Вот. Остановись и оглянись вокруг. Ты упускаешь что-то важное. Что важное вы там забыли? Не кипит ли у вас там в кастрюле суп? Спасибо вам, девчонки. Так, всем посмотрела. Антонина, добрый вечер. Так, сейчас посмотрю. Посмотрела. Антонина, как раз таки вот Антонина, сейчас вас буду смотреть. Всем дальше посмотрела, да? Подсказки. Так, смотрим. Для Антонины смотрим. Подсказка. Смело воплощайте все задуманное в жизнь. Смело воплощайте все, что задумали. Для Антонины смотрим. Подсказка. Так, негативный опыт – это тоже опыт. Ищите плюсы и делайте правильные выводы. Ехать этот опыт, да, кто просил, да? То есть, так, вообще у меня тут, в общем, делайте определенные выводы. И больше, чтобы такого не было. Если какая-то ситуация повторяется, и вы уже как-то отреагировали, и вам не понравилось, то примите это во внимание, больше так не делайте. То есть, чтобы эта ситуация не повторялась. Покажите, что да, это больше не буду делать, на эти грабли наступать. Джейн, добрый вечер. Можно. Сейчас Антонине посмотрим, потом вам. Для Антонины смотрим. Не пытайтесь понравиться всем. А это и не надо, и вообще зачем. Для Антонины смотрим. Ложь, тебе кажется, что это вранье, так и есть. Что-то там такое. Что за вранье? Кто-то что-то скажет. В общем, если вы почувствуете где-то ложь, почувствуете, то поверьте этому. То есть, как бы это так и есть, что это ложь. Поверьте себе, то есть, ну, когда вы почувствуете. Вот. Не тому человеку, кто вам что-то говорит. Бывает, что-то такое слышите. Так, смотрим. Для Антонины послание из будущего. Ух ты, какая карта. Не нужно оставаться с тем, кто разбивает твое сердце. Дари свою любовь только тем, кто этого достоин. То есть не общайтесь с теми, кто делает вам больно. Или кто там негативный какой-то. Общайтесь с теми, с кем вам хорошо, с кем вам приятно, с кем вам комфортно. То, с кем вам приносит удовольствие общаться. Но если кто-то вас обижает, не нужно с ним общаться. Прекращайте. Так, теперь смотрим для Джейн. Подсказка для Евгении насчет взаимоотношений и дружбы. На всех колодах для Джейн подсказка. Если вы не можете повлиять на ситуацию, отпустите ее. То есть не пытайтесь ее решить. Если какая-то ситуация, на которую вы не можете повлиять, ну и не можете. Ну и отпустите ее. Ну и ладно. Не стоит переживать. Так, для Джейн смотрим следующее. Возьмите себя в руки, почувствуйте себя уверенно и смело шагайте вперед. Ну вот да, не раскисайте там. Смело идите вперед. Уверенно. Так, для Джейн смотрим. То, что другие люди думают о вас, это их реальность, но не ваша. Не заморачивайтесь. Вот действительно, да, кстати, кто что думает, они могут вообще вас не знать, они могут в голове что-то себе надумать, что вообще с вами никак не связано, и вы в этом вообще не виноваты, потому что люди, ну, как бы придумывают многое.
Антонина, благодарю вас тоже, что пришли на эфир. Вот. Так, для Джейн еще. Так, подсказка. Урок. Этот урок будет повторяться, пока ты его не усвоишь. Проанализируй ситуацию и сделай выводы. Так, вот какой-то урок, что-то будет такое, какая-то ситуация, когда нужно будет вынести какой-то урок, опыт для опыта этого. Так что не расстраивайтесь, что-то такое будет, учить вас будут чему-то. Добрый вечер, можно подсказку, да. Сейчас я для Джейн отвечу, Зарина, а потом дам. Для Джейн еще, так, взаимоотношения дружбы, послание из будущего. Если тебя не слышат, о, кстати, тут все как раз таки для взаимоотношений дружбы все подходит. Если тебя не слышат, не нужно говорить громче. Это вот так и есть. Если вас не слышат, не нужно говорить громче. И никогда не кричите. Никогда не кричите, всегда говорите спокойно. Просто если вас не слышат, это не ваш человек. Как бы вот. А если, знаете, ваш человек, то он вас даже если вы будете молчать, он вас услышит, он вас поймет, как бы вот так вот. Если не ваш человек, знаете, то сколько бы вы ни говорили, не пытались объяснить свои чувства, да, или почему там что-то там сделали или что-то не сделали, то тут как бы ничего не изменишь это. Или ваши, или не ваши, или понимают вас, или нет. Просто разные могут быть люди. Нормально. Так, для Зарины смотрим. Подсказка. Подсказка. Ой, избавляйтесь от мрачных мыслей. Так, ну-ка давайте избавляйтесь. Мрачные мысли. Все плохое. Так, от все свои сомнения, там вот эти, что там вы там надумали. Видите, у нас тут огонечек горит. Давайте, все в топку, все в огонь, все мрачные мысли, все свои. Что вас, кстати, дома разочаровывает тоже? Сожгите, выкиньте, не знаю, какие-то вот записи, может быть, какие-то старые подарки. То, что вас расстраивает дома, уберите это с глаз своих. Просто. Джейн, спасибо вам тоже. Приходите на эфирчики, у нас каждую субботу эфиры, так что подписывайтесь, на колокольчик нажимайте. И все приходите. Подсказки у нас бесплатные. Давайте будем смотреть 10 посланий из будущего. Общий расклад. Всем ответила. Будем смотреть 10 посланий из будущего. Вот. Сейчас напишу. Вы можете пока циферку от 1 до 10 загадать. Я пока здесь напишу 10 посланий из будущего. Общий расклад. 10 посланий из будущего. Также можно и в записи потом посмотреть, кто там хочет. 10 посланий из будущего. Загадывайте цифру. Можно одну загадать или две разные, какие хотите. 10 будет. 10. Так, единички. Кто загадал первую позицию? Единички. Выбери себе талисман, а я позабочусь, чтобы он защищал и помогал тебе. Единички, вам нужен талисман. Вы можете сделать его сами. Вот, можете сделать из каких-то бусинок. Можете купить что-то, брелок, там, не знаю, можете талисманчик, это может быть кулончик. Сейчас нет, да, но у кого что талисман может быть? Может быть, ну, то есть вы сами, то, что вам близко, то, что вам нравится, то, что вы хотите видеть каждый день, то, что вам приносит удовольствие, это должно вам нравиться. Вот, единички, двоечки, послание из будущего для вас. Двоечки. Ты себя недооцениваешь. Прекрати искать причины, по которым ты недостаточно хороша. С тобой все в порядке. Чего это вы себя недооцениваете? Может быть, кто-то вас недооценивает, и вы тоже так думаете, нифига подобного. Посмотрите, сколько вы добились, где вы сейчас, где вы были раньше. И, кстати, каждый год можете записывать свое самое такое большое достижение, блокнотик завести. То, что в этом году, например, я вот это сделала, я там сменила работу. Или там в этом году я переехала в такой-то город, а в этом году я купила машину, да, или там в этом году, да. Я пошла учиться там на вот куда-то там что-то, да, вы там хотите. Вот в этом году я достигла того-то, того-то. То есть вы прям будете потом смотреть, это будет двигать вас вперед, то, что вы просто не видите, может быть, свои достижения. Но когда вы записываете, когда вы на это акцентируете внимание, это прям заметно. Троечки. Послание из будущего. Третья позиция. Перестань придумывать отговорки. Сейчас не время, нет денег, времени. Нужно все взвесить и так далее. Составь план и действуй. У тебя все получится.
Так, отговорки, пожалуйста. Все, никаких отговорок. Пишите возьмите бумажку с ручкой, напишите свои цели, распишите сроки и действуйте просто. Четверки. Четверки. Кто-то хочет тебя обмануть. Пожалуйста, будь осторожен. Кто-то захочет вас обмануть. Что-то втюхать вам. Возможно, где-то что-то подорожает, а скажет, что здесь скидка, да, то есть вы можете где-то переплатить. Вообще, смотрите, или кто-то может сказать неправду. То есть, будьте внимательны просто. Проверяйте информацию, которую будет вам говорить. Четверки. Четверки. Пятерки это, то есть, это четверки были, кого хотели обмануть. Пятерки. Прислушайся к своим чувствам. Сделай так, как чувствуешь. Не сопротивляйся внутренней интуиции. Пятерки. А здесь интуиция у вас будет работать. Поэтому обращайте внимание на то, что вы чувствуете. Вот то, что вы чувствуете, то и есть правда. Обращайте на это внимание. Чем больше вы будете обращать внимание на свою интуицию, на свои чувства, тем чаще вы будете замечать, что у вас постоянно подсказки идут. И все, вам будет легче принимать решения, легче вообще жить. Пятерки, шестерки. Шестерки. Ты никому ничего не должен. Ты взрослый человек и сам строишь свою жизнь. Семерки. Твой ключ к успеху в знаниях. Пока есть возможность, всячески образовывайся, больше читай, запишись на курсы, учи языки, освой новую профессию. Здесь знания. Восьмерки. Так, восьмерки это же. Восьмерки. Купи то, о чем мечтал, даже если сейчас это тебе кажется дорого. Смотрите, зато вы будете очень-очень счастливы. Что вы так хотели себе? Это может быть даже что-то незначительное. Просто вам это нравится, вы это очень-очень хотели. Купите себе. Девятки. Оставь это в прошлом. Пришло время отпустить эту ситуацию. Двигайся дальше. Оставьте что-то в прошлом. Это вам не дает идти вперед. Десятки. Не зацикливайся. Так. Десятки. Не зацикливайся. Отпусти ситуацию. Все разрешится наилучшим образом. Видите, не нужно зацикливаться. Все разрешится. Налейте себе чайку, кофейку и отвлекитесь. Подумайте о чем-то другом. Вот. Так, 10 посланий посмотрели. Давайте посмотрим, что делать и что не делать, чтобы неделя была хорошая. Тоже общий расклад. Можете выбрать позицию 1, 2, 3. 3 позиции будет. Любую циферку выбирайте. Будем смотреть. По-быстренькому глянем. Да? Что делать и что не делать, чтобы неделя была хорошая. Вот единички. Что делать, чтобы неделя была хорошая. И что не делать, чтобы неделя была хорошая. Что делать, чтобы неделя была хорошая? Не отказываться от новых знакомств, от новых предложений по работе. Кстати, тоже тут какие-то предложения по работе могут быть. Не отказывайтесь. Вы тут будете общаться со многими людьми, поэтому будьте коммуникативны, будьте общительны. Здесь все, что связано с карьерой, с вашим будущим, с движением. Тут будьте энергичны, будьте активны, будьте сразу во многих местах. И там, и там, и там. Все успеваете. Вот. Много движения, двигайтесь, тут общайтесь. Если что-то по работе будет у вас, рассмотрите все предложения. Что не нужно делать, не нужно закрываться от людей, от предложений, от общения. Здесь не нужно закрываться, не нужно ничего не делать, не нужно не принимать решения. То есть здесь не нужно бездействовать, нужно активную позицию занимать. Да, я все смогу, я все сделаю, я все успею, да я тут, и там, я там. То есть, да, не нужно закрываться и не нужно ничего не делать и просто сидеть закрыть глаза и думать, все, сейчас все само решится, я не вижу, значит этого нет, это неправда. Так не бывает. Вот. Двоечки. Что делать, чтобы неделя была хорошая, и что не делать, чтобы неделя была хорошая. Что делать, чтобы неделя была хорошая? Что делать, чтобы неделя была хорошая? Поступать разумно, не поддаваться эмоциям, принимать ту информацию, которая к вам приходит, потому что информация будет к вам приходить, может быть, не очень приятная, но она правдивая. Зато вы, отталкиваясь от нее, будете уже знать, как действовать дальше. И ничего вас не собьет с пути. Вот. И вы можете сделать какие-то 3 своих важных дела, кстати. Что-то вы хотели там сделать, вы можете, да, сразу 3 сделать. Что не нужно делать? Не нужно резко обрывать с кем-то отношения, не нужно ругаться, не нужно выяснять отношения там тоже, не нужно. В общем, такое вот все. Не ссориться, не ругаться.
не обижать никого, как будто вот это не нужно. Решайте свои проблемы, да, как бы вот вам тяжело не было, какая-то информация пришла, но не нужно говорить, ах, ты там, что-то мне там раньше не сказал, или какой ты плохой, то есть не нужно ругаться, нужно принимать эту информацию, да, хорошо, раз так, то значит все, я буду делать так, то есть от этой информации зависит ваше будущее, то есть вы уже будете по-другому, основываясь на этой информации, свои действия выстраивать, как вашу стратегию, как дальше жить, да, чтобы было классно. То есть вы это знаете, это правда, информация правдивая, и вам уже легче, даже если что-то вас не устраивает, вы как-то обойдете это, перестроитесь и наладите свою жизнь, да, по-другому. Лучше знать, лучше вовремя узнать, чем вообще не знать. Троечки, что делать, чтобы неделя была хорошая, что не делать, чтобы неделя была хорошая. Так, что делать, чтобы неделя была хорошая? Ну, здесь не отступать от своих желаний, от своих мечт, от того, куда вы идете. Здесь не нужно слушать ни друзей, ни врагов, никаких там доброжелателей, в кавычках, да. Не нужно никого слушать, здесь нужно не бояться, потому что у вас внутри могут внутренние страхи, неуверенность. Не нужно бояться. Если вы чего-то хотите, идите к этому. Даже если там справа и слева будут говорить, не ходи туда, там плохо, там тяжело, ты не знаешь, что там тебя ждет. То есть никого не слушайте, просто вы знаете, чего вы хотите, и идите. То здесь не нужно никого слушать, здесь нужно прислушиваться к себе, чего вы действительно хотите, и идти и делать это просто. А что не нужно делать? Не нужно эмоционировать, не нужно сплетничать о своем там желании чего-то достичь, не нужно сильно много рассказывать, потому что, это плохо, это вы энергию всю потратите, когда будете рассказывать, когда будете вдохновлены, а на свое дело, на то, что вы реально хотите, вы сил-то не останется, вы еще что-то делать. Все разболтаете, все улетит в воздух. Вот. То есть не рассказывайте много о своих планах, о том, что вы хотите. Да, если вы не хотите это потерять раньше времени, не достигнув даже этого. Вот, так что такие получились общие расклады. Сейчас давайте проверю еще донатики. И буду заканчивать тогда, потому что всем ответила все. Да, всем все ответила. Кто у нас новенький, если смотрят записи, да, то подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, потому что каждую субботу у нас эфир, а на эфире у нас бесплатные подсказки. Если вы напишите слово «подсказка» в комментарии, то будет подсказка на этой колоде. Если напишите «подсказки», тогда будут подсказки на 5 колодах, на всех. Подсказки бесплатные, а вопросики платные. Вопросики вы можете нажать, там ссылка будет. Там донатик у нас 250 рублей донат. Пока что так. Это только на сегодня. Вот, только во время эфиров. Так что приходите на эфир. Вот, пишите. Все, ставьте лайки. Буду с вами прощаться. Что-то у меня поясничка болит. Я сижу на твердом стуле. У меня сегодня нету подушки под попу. Поэтому я немножко устала. Давайте, я вас обнимаю, целую, очень рада, что вы ко мне пришли. Пусть у вас будет хорошая неделя, пусть у вас все получится. Вот. Благодарю за подсказки, Анет, вас тоже благодарю. Спасибо, что пришли на эфир. Я всегда очень рада, когда ко мне приходят на эфирчик люди, чтобы вам подсказать, чтобы улучшить немножко жизнь. Да, чтобы не наделать глупости, хотя мы можем их делать, это нормально. У меня было такое, что я тоже себе по картам смотрю, что там может быть что-то не получится, а я думаю, нет, я все равно буду, я хочу, чтобы у меня получилось, и бывает не получается, я думаю, но я старалась, я сделала все, что могла, даже когда мне сказали, что, бывает такое, но лучше сделать, чем не сделать и пожалеть ради своих там целей каких-то, да, благородных, так сказать. Ну все, всем пока, всех обнимаю, еще раз целую, пусть у вас все будет хорошо. Пока.